Всем доброй ночи. Я думаю, что многие из вас не раз встречали в книгах, на YouTube-каналах, во время каких-то там передач слышали о свойствах камней. Насколько это правдивая информация? На самом деле камни действительно обладают определенной силой и способны влиять на человеческие мысли, организм, на судьбу. Бриллиант, например, не любит находиться в одиночестве. И поэтому люди, которые приобретают бриллиантовое кольцо, вам скажут, что через некоторое время еще какое-то кольцо купили, еще какое-то украшение другое, шубу. Бриллиант окружает себя роскошью. Адамов камень, адамант. Не зря так назвали бриллиант. Один из магических камней. И действительно, если мы изучаем историю, мы видим, что бриллиант иногда может вызвать одержимость у людей. Одержимость собой. Когда они буквально коллекционируют килограммы украшений с бриллиантами, охотятся на крупные бриллианты. Но бриллианты можно носить только в зрелом возрасте. В более молодом не подходит этот камень. Голубые топазы. Топазы вообще от природы, они такие светло-желтые, очень невзрачные камни. Но со временем научились видоизменять эти камни с помощью давления, с помощью температуры высокой. Еще в древние времена, когда не умели гранить эти камни, но уже умели придавать им различные оттенки. И появились синие, то есть синие топазы, голубые топазы. Позже намного с развитием технологий появился топаз Лондон Блю. Это особый цвет, и поэтому он дорогой топаз. И чаще всего вы можете встретить этот топаз в золоте, там редко в серебре, чаще в золоте. Потом в белом золоте начали делать, потому что синее с белым смотрится больше и так далее. И человечество испокон веков замечало, что камни, они обладают особой энергией, силой. Камни называют кости земли. Камни держат связь, даже обработанные камни, они держат связь со всей землей, мирозданием. Это как некие, знаете, невидимая сеть интернета, которая передает информацию. Люди, которые любят носить камни, они в здравом уме. Вот вы замечали, вот такие бабулечки ходят всю жизнь. У них в молодости и вот свои янтарные бусы были, например. И они до старости носят эти бусы и другие камни. Камни помогают во многом сохранить ясность ума. Гематит, например, регулирует давление. Но есть камни, которые очень опасные, не всем подходят. Это Марион. Например, многие знаменитости, которые носили украшения с Марионом, Пушкин, например, которому подарили большое такое массивное кольцо с Марионом. Потом на дуэли был убит. Лермонтов. Такое большое кольцо с Марионом носил президент Туркменистана Сапар Мурат Ниязов. И во время выступления ему стало плохо сердцем. Молодой еще был человек. Он как начал носить этот камень, ну не молодой человек, молодой мужик был, да, еще пока. У него на пальце появилось это кольцо, большое кольцо. Говорили, черный бриллиант, но на самом деле это Марион был огромный.
И Марион не взлюбил. Марион – это такой камень. Если с появлением Мариона у вас проблемы начинаются, значит, от камня надо избавиться. Если все нормально, значит, можно оставить. Понимаете? Но не всегда люди понимают, например, связывают одно с другим, а надо об этом знать. Были времена, когда эти камни, которые мы каждый день сегодня видим, носим в различных украшениях, они стоили целое состояние. Потому что добыча камня, определенного камня, была тогда не так уж популярна. Но есть камни, которые вот эту цену до сих пор держат, эту марку. Ну, алмаз. Если кто не знает, это необработанный бриллиант. Бывают алмазы от природы желтые. Большая редкость, поэтому очень дорого стоит. Черные бриллианты. Синие, голубые бриллианты. Серые бриллианты. Но это очень редко. В основном это камни, которым дают этот оттенок. В редких случаях большой бриллиант, например, чистый белый бриллиант, будут красить какой-то иной цвет. Потому что он именно в таком природном виде, он очень дорого стоит. Но красят мелкие бриллианты чаще всего, например, черный цвет, синий цвет, там, серый цвет, красный иногда даже. Сейчас уже красят их. Почему? Это либо россыпь бриллиантовая, которая не так уж дорого стоит, но она больше для украшения, просто для красоты общего вида. Либо камни с определенными изъянами. Когда их красят в разные цвета, изъяны не так сильно видны. Тогда их можно дороже продать. И такая хитрость существует. То есть в любом случае камни были, есть и останутся частью статуса венценосных особ. Самым востребованным подарком, потому что в украшениях они есть. Камни лечат, камни вызывают сновидения. Те же самые, например, дымчатый кварц, раухтопаз. Его нельзя носить, когда человек за рулем, или когда идет на переговоры, или на серьезные сделки в банк, или куда-нибудь. Нельзя, потому что они искажают реальность. Человек может не так понять слово сказанное, не до конца обдумать. Они искажают реальность. Ну, не так, чтобы вы шли по дороге, а дошли в какое-то другое место в забытии, не до такой степени. Но то, что они искажают реальность, значит, они закрывают мысли человека. И поэтому очень с большой опаской, сейчас я не говорю о том, что кто вам подарил раухтопаз, они имели какие-то плохие намерения, они могли вообще не знать о свойствах этих камней, но раньше для того, чтобы запутать врагов или людей, которые мешали там, чтобы не переходили они дорогу, им дарили украшения с раухтопазом, дымчатым кварцем. И у этих людей начинались такие... Ну, то есть они становились немножко ведомые. Как-то так искажала реальность. Не понимали, что от них хотят и так далее. Ну, если еще и активизировать камень, начитать. Читают на морские камни, на речные камни. Одним словом, это уникальный дар мироздания нам всем. Но хочу вам сказать, что не всегда можно, знаете, с уверенностью сказать, что, например, камень, который вам приписывают, что вот он подходит, и он именно вот так вам и поможет, потому что там такие свойства описывают этим камням дают, что просто можно подумать, что вот это вот украшение ты наденешь, и все, и вот миллионы посыпятся с небес. На самом деле это не всегда так. Камень может вообще никак не повлиять на вас, не совпасть с вами энергии своей. Силовое поле будет совершенно разное, а может даже навредить. Есть люди, у которых все время трескаются камни просто пополам. Все украшения трескают со времени. Камни на них не держатся. Это означает, что, ну, то есть этот человек
вбирает отрицательную энергию, как губка впитывает, а камни забирают себе вот эту злую энергию и сами просто страдают, они просто трескаются от этой энергии, от мощи этого негатива. И поэтому есть люди, которые просто буквально боятся носить какие-то крупные украшения, зная, что они просто пострадают со временем. Итак, однако есть камни, которые уникальны, которые могут подходить всем. Перед вами камень, которого греки называли электро, а потом это название передалось, значит, римлянам. А римляне не говорили на латине. И вот этот камень электро перед вами. Это речная электро, необработанная. Это уже электрообработанная. Я думаю, что вы догадались, что перед вами янтарь. Что такое электро? Что за название? Откуда оно пришло? Электро означает лучезарный. Поскольку этот камень считается окаменелой смолой, это мы так знаем, да, реально, то есть происхождение камня. Но оно вбирает в себя солнечный свет и слезы, потому что смола – это слезы. Слезы деревьев, слезы там кустарников и так далее. Считалось, что если электро вбирает в себя, там, например, растения, или, ну, в основном растения или животные там элементы, ну, или там, знаете, мухи, пчелы и так далее, что она в себе закрыла, как в капкане, сдержала, удержала душу. Некую душу, пускай маленького создания, но эта душа уже твоя. И она будет тебя охранять. И поэтому камни, в которых окаменели маленькие создания, особенно дорого ценились. Назвали электрой этот камень, потому как, согласно легенде, одна из сестер Плеяд, я немного так вас просвещу, потому что мои лекции, мои ритуалы, это не просто так сухие факты, знаете, это сюда, это туда зажигайте, там читайте. Это еще историческая справка. Люди, узнавая, значит, знакомясь с моими работами, узнают не только ритуал и заговор, они узнают историю этого ритуала, смысл, кто покровительствует этому ритуалу, этим камням. И это отложится, останется в голове как информация, знание, что, в принципе, тоже важно. Итак, согласно древнегреческой теологии, Океан, который являлся божеством, Океан влюбился в нимфу Тефиду, и та родила ему дочерей, океаниды, которых потом назвали Плеядой. Если когда-нибудь слышали, говорят, вот Плеяда таких-то актеров, созвездие. Считается, что второе имя Тефиды – Плея. Есть другая версия, по которой не все океаниды были дочерями, значит, Тефиды и Океана. Они были дочери Океана и Плеи, что были две матери этих нимф. Но как бы там ни было, это не суть важно. Главное, почему, откуда они произошли. И когда-то они, превратившись в звезд, начали сверкать на небосклоне. И этих сестер назвали Плеядой. Созвездие Плеяда, она обычно появляется, значит, возле созвездия или
внутри созвездия Тельца. Значит, Тельцам этот камень может очень подойти больше, чем кому-либо, кстати говоря. Электра была очень красивая. Она была самой красивой среди своих сестер, поэтому ее и назвали Лучезарная. Она была ослепительно красива, сверкала своей красотой. Собственно, оттуда и название в честь нее, электричество, которое мы знаем, да, значит, лучезарное, сверкающее электричество. Вот попробуйте посмотреть, как она сверкает там, где ток пропускает или где искрит. Зевс влюбился в Электру и насильно овладел ею. И Электра пришла жаловаться богам. Но боги, поскольку знали своего любвеобильного отца, не стали реагировать на это. И она от своего бессилия, от обиды заплакала. Ее слезы потекли, как камни. И там запечатлилась ее сила, ее очищенная душа, сверкание. Соединившись с солнцем, образовался янтарь. Кстати говоря, хочу вам сказать, что ее считают матерью богини Ириды, которая вестница богов, между прочим. Так вот, когда греки, а после римляне, хотели помочь человеку очистить мысли, убрать страхи и найти решение проблем, выйти из трудной ситуации, они дарили янтарь. Как вы думаете, для чего была оборудована янтарная комната? Для чего вообще янтарь очень было, как бы, скажем так, модно янтарем вот это все обносить, ремонтировать, делать фигурки, приклеивать на стены. Янтарь считался камнем, оздоравливающим разум человека, подсознание человека. Он убирал, он как фильтр, который вбирает в себя плохие мысли и убирает, то есть убирает и заменяет добрыми мыслями, то есть очищает разум человека. Поэтому издревле было принято носить янтарные диадемы, янтарные бусы, которые всегда очень модные были во все времена. И вот эти вот как бы мотивы народные, да, где там нужно какие-то янтарные украшения, какие-то янтарные фигурки приклеивали или зашивали на национальный костюм. Это не просто так. Янтарь поддерживает у человека вот духовную устойчивость. Не дает ему терять бдительность, фильтрует все страхи, убирает страхи. Поэтому человек, который постоянно носит янтарь, или у кого дома много янтаря, он обычно в спальне это ставили, потому что он регулирует сон. Во сне наш организм не всегда отдыхает, и мозг наш вообще не отдыхает. Он имеет определенную такую ауру, которая работает, если можно так назвать, и во время сна, и вот все время следит за всем, что происходит вокруг. Отсюда и сны, потому что через эту ауру, вот антенну мозга в нашу голову, подсознание, туда внедряется определенная энергия и превращается в некие такие картины, видения, которые мы потом называем вещи сны и прочее, прочее. Вообще сны, а вещи сны тем более. И вот янтарь, он преобразует нашу вот эту энергию страха и стресса внутри в лучшее, то есть в энергию силы, в энергию уверенности в себе и так далее. Чем вам может помочь янтарь?
Обработанный янтарь, необработанный. Любой предмет или украшение. Если у вас частые головные боли, возьмите янтарные украшения, там вот просто отдельно заказывайте этот янтарь. Продают сейчас очень много. Его растворяли в уксусе, там пили и так далее. Такие вещи не надо делать. Это в древние времена медицина как-то экспериментировала. Сейчас нет необходимости этого делать. Он очищает кишечник, убирает там все лишнее и так далее. Во-первых, носить янтарь. Во-вторых, время от времени активизировать янтарь. И в спальне поставить какие-то янтарные, может быть, ну вот подобные, например, красивые статуэтки янтарные продаются. Янтарная картина. Вот украшение янтаря, да. Положить под подушку. Ну так, чтобы не мешало вам спать, конечно. Или, если у вас есть возможность, например, над кроватью там есть какая-то там, какой-то шкафчик или что-то еще, туда положить. Вы заметите, что со временем ваш сон начнет улучшаться. Вот эти кошмарные сны начнут уходить. Внутренние страхи начнут пропадать. Ну, это не происходит в один день там, или в 2 дня. Это нужно делать долгое время. Постепенно, постепенно, ну, в течение, там, скажем, 2 недель увидите особые перемены. Потом дальше. Фильтрует, убирает. И самое главное, янтарь обратно отдает очень такие необычные мысли. Полезные мысли, которые идеи можете назвать, как хотите, которые могут быть дельными в вашей жизни. И как бы вот эти вот внезапно приходящие мысли из ниоткуда, они могут вам показать какую-то дорогу, новое направление в жизни, которое до этого вам в голову не приходило. Потому что когда у человека депрессивное состояние, усталость от жизни, нежелание жить и многое другое, ну, как правило, он трезво не мыслит, у него нету каких-то стремлений, ему ничего в голову не приходит. У него есть несколько, скажем, таких, знаете, посылов во Вселенную, что все плохо, ничего не получается, и жизнь боль. Все на этом. Это все, что он думает и хочет от этого мира. Но когда это все начинает уходить, убирать, то есть убирается вот это депрессивное состояние, он успокаивает депрессию, кстати говоря. Кто вот склонен к депрессии, постоянно вот отчаянию, нежеланию жить и так далее, янтарь как раз для вас этот камень. Что нужно делать? Время от времени, вечернее или ночное время, поставьте золотистую свечу, поскольку это лучезарный камень. Начитайте этот заговор 13 раз желательно. Я сюда как бы добавила и древнее такое заклинание. Это больше, наверное, гимн Электре, нимфе Электре. Ну, это боги, скажем, младшие боги, да, более такой третьей категории, если так можно сказать. Одна часть на русском языке, вторая часть на латине. Это древнее такое заклинание, гимн, благодарность, просьба на латине. И хотя этот язык уже мертвый, но в любом случае он, конечно, растворился в других языках и существует в основном в испанском языке, итальянском. В любом случае, поскольку им пользуются и в медицине, и так далее, он такой, можно сказать, не совсем мертвый, наверное, полумертвый такой язык, но энергией оно обладает. И до сих пор обладает определенной силой, энергией, кроме всего прочего, духи, которые тысячелетия назад приходили на этот зов, естественно, привыкшие, знающие силу этого языка и этих слов, они придут к вам на помощь еще раз. Вот вы заговорили 13 раз на янтарные предметы. Если у вас картина, естественно, картину вы не снимете. Но вы можете зажечь эту свечу, поставить рядом и начитать.
Если у вас украшения или камни, вот просто отдельно заказали, вы можете на них начитать. Их нужно активизировать, чтобы они работали в полную силу. И после этого разложите по местам, а украшения носите несколько дней кряду, желательно. А эти камни пусть у вас будут все время на изголовье. Вы будете спать, просыпаться, а там эти камни. И время от времени их активизируйте, постоянно усиливая, пробуждая их силу по новой. И через некоторое время вы сами увидите, что ваше депрессивное состояние, ваше внутреннее нежелание жить начнет уходить. Вот вы заметите это, какой-то такой момент, когда вам скажут, например, ой, ты такая веселая стала в последнее время, какая-то идейная, все у тебя там, горишь в работе. Вот, в принципе, все, что нужно было мне вам сообщить и сказать. А теперь давайте перейдем к заговору. Сила Электри, очисти мои мысли, убери мои страхи. О, Электра, твои слезы омоют и обновят меня. Пусть воссияют мои мысли и даруют мне ясность ума. О, Электри, коджи тешунс мия, cum laprimis lava, emunda animam шием, да мия алигуит утиле. Алигуит. Сила Электри, очисти мои мысли, убери мои страхи. О, Электра, твои слезы омоют и обновят меня. Пусть воссияют мои мысли и даруют мне ясность ума. О, Электри, cogitations mia, cum laprimis lava, emunda animam ишем, да мия алигуит утиле. Сила Электри, очисти мои мысли, убери мои страхи. О, Электра, твои слезы омоют и обновят меня. Пусть воссияют мои мысли и даруют мне ясность ума. О, Электри, cogitations mia, cum laprimis lava, emunda animam шием, да мия алигуит утиле. Читаю медленно, чтобы вы записывали, смогли записать с моих слов. Если вы не носите янтарь или не особо любите этот камень носить, вы можете просто, как я вам сказала, вот начитывать, усиливать и разложить просто возле изголовья, чтобы оно все время снимало с вашего подсознания, убирало вот эти вот скверные черные мысли, очищая ваше подсознание и усиливая там желание жить. Сила Электри, очисти мои мысли, убери мои страхи. О, Электра, твои слезы омоют и обновят меня. Пусть воссияют мои мысли и даруют мне ясность ума. О, Электри, cogitations mia, cum laprimis lava, emunda animam шием, да мия алигуит утиле. Желаю вам удачи, и пусть эта новая работа тоже будет во благо. Всем всего хорошего.